Всем привет! С вами Таня Генерал. На канале Субъективно об Америке сегодня анонс нового формата. Вы часто мне в комментариях задаете какие-то вопросы о бытовой американской жизни, которые не стоят отдельного видео, но тем не менее они интересные, мне есть что о них рассказать. Я решила для вас собрать в формате «Один мой день» подобные эпизоды. Что от вас требуется? Задавать мне вопросы, на которые я могла бы для вас ответить в подобных видео. Сегодня я пошла гулять наобум и в течение дня в разных местах записывала такие видео, рассказывала вам о том и о сём, как это в Америке работает, куда они смотрят, о чем они думают, о каких-то деталях и особенностях. Ну а в дальнейшем моим главным опорным пунктом моей путеводной звездой будут, конечно же, ваши вопросы. Под сегодняшним видео не забудьте поставить лайк, сказать мне, как вам нравится такой формат, одобряйте, не одобряйте, и, конечно же, отправьте меня в пешее путешествие за темами. Все, что вам интересно об американской жизни, разные детали. Под каждым из ваших комментариев я буду ставить плюсик, когда его скопирую в свой список для того, чтобы можно было делать видео именно о том, что интересно вам. Поехали! Начнем один день с генералом. Ну а теперь приступаем к боевой раскраске, намазке, штукатурке и шпаклевке. У меня уже давно выработался такой короткий, быстрый ритуал. Вот эти все штуки хранятся у меня. Оп! Прямо вот здесь я их так раз вытащила, быстро начепурилась и пошла дальше. Я уже давно заметила, что самое главное в выполнении любых процедур, все у вас должно лежать где-то близко, так, чтобы вам было все удобно достать. Вам все должно нравиться, все должно быть простым, комфортным и отработанным. Всегда же гораздо легче начинать что-то делать, когда у тебя точно есть знание, что ты будешь делать. Да, ванная у меня по-прежнему не самая фэнси. Может быть, имеет смысл на стену сзади меня повесить какую-нибудь красоту, чтобы создавался бэкграунд. Но пока вот так. Как все вы верно заметили, домишко скромненький, но, знаете, как говорят у нас в России, по одежке протягивай ножки. На что были деньги, то и купила. Еще ни одного дня не было, чтобы пожалела. Владение собственным домом, я должна вам сказать, это такая кайфовая штука. Во-первых, ощущение чего-то стабильного, надежного своего. Во-вторых, если вы этот дом любите, иначе я даже не вижу смысла покупать какой-либо дом, если вы его не любите. Если вы этот дом любите, то он является для вас источником ежедневного счастья. Вы приходите домой, вам хорошо. Вы дома, вам хорошо. Вы смотрите по сторонам, а то там все подобрано так, как вы любите, то, что вам нравится. Каждый элемент в этом доме – это что-то, что делает вас счастливыми. И это такое большое дело, я вам должна сказать. Поэтому пожалела ли я хоть один день? Нет. Нравится ли мой вид из окна? Из спальни, конечно, вид у меня мог бы быть и получше. Могли бы быть горы или океаны. Но до тех пор, пока я не могу себе позволить дом с видом на горы или океаны, почему бы не жить с видом такой, какой есть? Это по-прежнему вложение, это по-прежнему инвестиция. По американским меркам неплохая инвестиция. Поэтому играем теми картами, которые выданы. Вы когда-нибудь замечали? Ну, конечно, сейчас обращаюсь к девочкам, мальчики вряд ли это замечали, что если вы накраситесь прямо с утра, даже если вам никуда не нужно идти, то вы чувствуете себя гораздо лучше. Бодрее, собраннее, энергичнее. Я как только это заметила, завела привычку краситься сразу же каждое утро перед выходом на работу. Ну, знаете, выход на работу сейчас звучит очень смешно, но тем не менее я это делаю каждое утро. Это мне очень сильно облегчает жизнь, так как сейчас я почти ежедневно записываю видео, этот свой курс для переселенцев. Потом я периодически выхожу в Инстаграм в прямые эфиры. И для того, чтобы мне это сделать, мне уже делать больше ничего не нужно, кроме как иногда просто
подкрасить губы. Вот так примерно. Если вы видели годичной давности видео, где я консультировалась с девочкой, которая делает макияж, профессиональный мейкап-артист, она мне подсказала такой секрет. Для того, чтобы освежить ваш вид, нужно одну капельку вот этого блеска или какой-то розовой помадой нанести вот на эти точки, на самую выступающую часть яблока, на самую выступающую часть яблока. Вот примерно вот так. Готовы? Отправляемся на работу. На работу, на работу. Помните, как в том анекдоте? Что, опять трахаться? Нет, на работу. На работу, на работу, на работу, на работу. Попутно зайдем в нашу местную кофейню. Тут нам уже приготовили чай в любимой кружке и отправляемся на работу. Главная проблема удаленной работы в чем? В отсутствии каких-либо передвижений вообще. Считаем шаги. 7, 8, 9, 10. И мы уже на работе. Хоп. Мы уже на работе. Мы уже на работе. Здравствуй, работа. Здравствуй, работа. А попутно, пока идешь на работу, начинается то на полу какой-то мусор заметила, надо подобрать, то что-то поправить, то что-то заправить, то увидела, что там во дворе что-то требует моего внимания. Вот тут ассистент всем своим видом намекает, что ему нужно включить одеялко с подогревом. Тильда. Твое одеяло работает и подогревается. Иди, пользуйся. Работа из дома, конечно, имеет свои преимущества, но также она имеет свои недостатки. Лично для меня самый главный недостаток – это отсутствие человеческого контакта, отсутствие вообще каких-то социальных интеракций, отсутствие необходимости выходить из дома, вылезать из пижамы. У меня уже вот за год сохранилось, сложилось такое количество офисной одежды, которую я не надевала год. Но я думаю, что я в этом не одинока. Наверняка вы все с этой ситуацией тоже знакомы. Не знаю, я не знаю, куда все это идет и когда все это закончится. Надеюсь, что уже очень скоро. Вы меня часто и много спрашиваете о специфике работы, об особенностях работы, о взаимоотношениях на работе. Если очень коротко сказать, то самая главная особенность – это безмерное, всемирное уважение к личному пространству каждого человека и к каждому человеку. И причем это не просто на уровне там, между нами, с вами, на каком-то персональном. Это все регулируется и самими организациями, и даже государством. И народ вообще под страхом смертной казни, под страхом быть засуженным или уволенным, очень аккуратно и бдительно относится к любым темам, как к обсуждению каких-то вещей, которые кого-то могут задеть, так и вообще к общим способам коммуникации. Я, конечно, сужу по моей собственной компании, все везде очень сильно отличается, зависит от политики компании, но общая практика такова, что живи и давай жить другим. Одна из последних историй, одна моя знакомая попросила помочь ей немножко, дать ей фидбэк по ее интервью. Она ищет работу сейчас в тестировании, и у нее было пара серьезных циклов интервью, когда в одной компании она делает с одним человеком, со вторым, с третьим, и потом, что-то не сложилось, ее не взяли. И она говорит: слушай, ты могла бы мне вот просто твое мнение выразить? Что-то рекрутер сказал, что им не нравится, какие я вопросы на интервью задаю. Это нормальная практика, когда вас расспросили, спрашивают, есть ли у вас какие-то вопросы. Я в этом случае гуглю, обычно нахожу какие-нибудь 3-4 вопроса, выучиваю их наизусть, чтобы они звучали естественно, и задаю, где получается как-то в тему. Но лучше всего задавать вопросы, конечно, знаете, о продукте, изучить его и спрашивать какие-то глубокие вопросы. Ваш продукт нацелен на то или на это? А у вашего продукта есть возможность сделать еще вот это? А ваши клиенты как относятся к особенности продукта вот такой-то? Показывая заинтересованность в компании, показывая, какое минимальное знание продукта. А подруга моя и говорит: им не понравилось, что я удивилась, что у них на 25 программистов всего 2 тестировщика. Я говорю: а как ты это сказала? Она сказала: I cannot imagine you have only... Я не могу себе представить, у вас всего 2 тестировщика на 25 программистов. Я говорю: и таким-то тоном это сказала, и такими словами? Она говорит: ну да.
Вот это, наверное, самое главное правило, которое стоит помнить, и о котором стоит всегда-всегда вспоминать, даже в ситуациях с обычными людьми. Никакой критики, никакой критики. Вот то, что было сказано, с нашей русской точки зрения это выглядит просто, ну, сказала да сказала. С точки зрения американцев это очень грубо. Поэтому помните, это самое главное правило поведения на работе. Не лезьте ни к кому с откровенностями, будьте милы, улыбайтесь, не давайте себя в обиду, но и к другим тоже не лезьте. Примерно вот так. Ладно, я буду работать. Какое преимущество работы из дома? Правильно, пока у вас тут идут какие-то процессы, можно заняться своими делами. Например, пойти посмотреть, что там происходит в садике. У нас похолодало опять. Было уже прям совсем весна, и все расцвело, распустилось, начало давать уже чуть ли не плоды. Потом раз опять холодно, ближайшие пару ночей обещают чуть ли не заморозки. В общем, веселуха. На наш сад напала большая страшная напасть, которая называется броненосец или армадило по-местному. Видите эту яму? Там у меня посажены редкие ценные сорта сибирских ирисов, которые должны цвести и хорошо переносят тень, но эта гадина пошла и там начала все это копать. От них никакого отпугивания нет, кроме говорят, что только лисья моча помогает. Где бы взять лисью мочу? Вытащила все фонарики, так как солнца у меня здесь мало, им необходимы батарейки. Буду менять батарейки. Вот там, видите, на деревце защита от белок. Белки ходят стаями и копают во всех этих кустах. Да, вот так мы платим за имение собственных деревьев. В любое время года мой двор покрыт листьями. Даже если час назад я прошлась, все вымела, выдула, очистила. Листья у меня всегда теперь. Как видите, зеленый коверик лежит, украшает передний двор. Очень удобен в уходе, ничего ему не делается. Было хорошее верное решение. По-прежнему остается большим вопросом, что делать с поверхностью вот в этой части. Потому что трава здесь растет очень выборочно. В основном не растет. У меня есть ощущение, что в конце концов я приду в отчаяние и все это покрою бетоном. Пальма. Смотрите, какая у меня выросла пальма. По сравнению с днем, когда я купила этот дом вместе с этой пальмой, она выросла в 2 раза. Была у меня идея пересадить ее в землю, но после консультации с местным профессором биологии, у которой все при все растет либо в больших огромных горшках, либо такие грядки, которые здесь называют flower bed, но от грядок они отличаются тем, что это встроенные в землю короба с полностью насыпной землей. Местная земля плохо приспособлена к растениям, и поэтому она говорит, что лучше все растить в горшках. Вот, например, смотрите, вот у меня растеница, по-моему, это барбарис. Остался один кустик из прошлых покупок осенью, когда я их сажала в землю. Вот смотрите, этот так и остался в горшке, ему не нашлось места. Видите, цветет и выглядит просто отлично. Сейчас покажу его товарищей. Вот здесь его товарищи, которые посажены в землю. Земля вскопана, удобрена. Я добавила торф, добавила смесь плодородной земли. Ну вот они выглядят совершенно несчастливыми, совершенно несчастными, совершенно. И ни один из них, как вы видите, не цветет. А на этом еще и какие-то паразиты завелись. Вот только паразитов нам не хватало. Ой, трудная жизнь у садовода. Какая же трудная, просто капец. Розы благополучно цвели весь январь. Сейчас я их все обрезала, посыпала им эту самую соль, какой-то Epsom salt. Посмотрим, что будет. Единственный, кто себя прекрасно чувствует, это вот эта шифлера. Надо не забудь сегодня ее занести на ночь. Говорят, что будут заморозки. Щучий хвост или сансеверия неожиданно почему-то чувствуют себя не очень, потому что уже я их и пересаживала, и удобряла, и достаточно тесные горшки, и поливаю только раз в неделю. Но что-то им здесь не климат. Я вспоминаю, как в России они у нас росли где попало, и чуть ли не в темноте, и было им хорошо.
Ну и на входе, помните этот самый легендарный стул? Я пока не знаю, что делать, как это все дело оформить, оставила все вот в таком виде. Пора идти обратно работать. Ох уж мне эти реалии карантинной жизни, когда для того, чтобы пойти к стоматологу, наряжаешься, и это практически единственный повод, и это такое удовольствие, чтобы вылезти из привычных пижамных штанишек, вылезти из привычных пижамных штанишек и всяких там шлепанцев, и как-то все-таки выглядеть, одеться и пойти и сказать: «Здравствуйте, доктор!» Но очень приятно, что губы можно не красить, потому что все равно придется надеть маску. Как уже эти маски надоели. Заскочила посмотреть купальник предстоящей поездки. Смотрите, какая интересная штука со всей этой толерантностью и поворотом к живым обычным женщинам. Видите, на картинке, на которой изображают типы трусиков и купальников, изображены обычные женщины. Даже видны растяжки. И на некоторых фото даже виден целлюлит. Обычные женщины, никакие не модели. Я считаю, что это революция. Но здесь на входе вы тоже можете видеть, что манекены нас встречают не какие-нибудь там тощие размера XXS, а вполне себе мясистые женщинки. Типичные американские тетеньки. Полноватые, в бедрах, с квадратными фигурами. Такие вот. Хочу обратить ваше внимание вот на такой тип рекламы. Он по-прежнему считается одним из самых эффективных для определенных видов бизнеса. Эта штука – это магнит большого размера, вот такой, прикрепленный, напечатана на него сверху наклейка, и магнит этот прикреплен на дверцу машины. Иногда их бывает, что на заднюю дверь клеят, иногда вот так на боковые. И для бизнесов, которые вот такие вот местные, уборка, садовники, чистильщики крыш, чистильщики бассейнов, она очень хорошо работает, потому что вызывает доверие и имеет такое, что называется, человеческое лицо. И вот так вот люди оставили тут машинку, сами где-нибудь ходят, а ну тут им рекламирует. О, вон там еще одна машина с такой же наклейкой. О, я нашла нового доктора-стоматолога, такого классного. Как и все эти бизнесы, знаете, ясный пень, что все они стремятся, там, денежки с тебя. Но все-таки еще остаются такие врачи, которые, вот как в кино, знаете, семейные врачи. Я наконец-то такого нашла. Это их собственная практика, их там всего 3. Практика называется их фамилией Гарза. Или Гарза, забыла, как произношение правильно. Очень душевно все, очень так по-семейному. Сделали осмотр. Конечно, я опять поругалась мысленно про то, что я, когда записывалась к ним онлайн, заполнила 100-500 миллионов полей. Фамилия, имя, отчество, год рождения, материнские, отцовские группы крови, social security, то, все, 5-10, то есть кучу информации ввела, когда записывалась. Пришла к ним в офис, они мне выдают планшет, спасибо, хотя бы теперь планшет, а не на бумаге. И все то же самое заполнить снова. И потом выясняется, что это просто дополнительная зачем-то работа. Ну, в общем, я злилась сильно, но минут 10 на это у меня ушло. Потом увиделась с доктором. Очень приятная деталь у доктора в офисе, их семейная фотография. И доктор сам такой рукодельник, он умудряется, кроме того, что он лечит зубы, он очень любит работать с деревом, и стена в одном из кабинетов вот им собственноручно отделана. Ну, короче, прикольный доктор. Оценили маленькую дырочку в зубе, выпавшую пломбу. За нее мне нужно будет заплатить $133. Моя страховка заплатит 280. И затем соседний зуб, он говорит, ну вообще никуда не годная пломба. Надо пломбу обработать и поставить сверху коронку. И это счастье будет мне стоить $560 и 260, значит вместе порядка 800 с чем-то. Ну, что сделаешь, в старом взрослом возрасте уже приходится о зубах заботиться сильнее и серьезнее. Также записалась на чистку через пару недель. Чистки покрываются страховой полностью 2 раза в год. Ну, хотя бы что-то от этой страховой. Да, медицинские страховки и вообще вся медицинская система в Америке – это полный трындец. Ну ладно, поехали дальше. Перерыв уже давно обеденный закончился, надо работать. Заодно забежала, заправилась. Бензин у нас нынче
почем? По $2. Вот залила полный бак на $21. Хорошо кататься на маленькой машинке. Хорошо кататься на маленькой машинке в Техасе. Еда для животных, естественно, продается в специализированных магазинах, но и в обычных продуктовых магазинах есть целый вот такой отдел, где вы можете найти, начиная от органик и холистик. Вот этот бренд самый популярный в плане того, что у них там отсутствие зерен, отсутствие биодобавок и всего остального. Blue Buffalo, не реклама. Мне, к сожалению, не платит ни Blue Buffalo, ни кто остальной. И заканчивая какой-то вообще дешевой фигней, просто наполнителем для животных. Тильда у меня тоже на Blue Buffalo. Консервы я ей покупаю вот такие, такого размера. Стоит, как видите, $1.50. Иногда бывает акция, но, к сожалению, не сегодня. Она у меня на консервах, и редко-редко я даю ей сухой корм в связи с тем, что у нее была история с мочевым пузырем. Поэтому сухой корм у нас как вознаграждение. На этой стороне наполнители для кошачьих туалетов, игрушки, погремушки. В общем, приходите, все, что хотите, берите, все для вас. Самый смешной отдел, да, для птиц. Причем это, как вы понимаете, в таких товарных размерах продается все не для ваших домашних птиц, а для птиц снаружи. И да, у нас Техас находится на пути миграции колибри, hummingbird. И они у нас появляются здесь примерно на 3 месяца в начале весны. И для них вот специально делают, как это называется, сироп. И даже есть специальная кормушка. Ну, как кормушка, поилка скорее. В этой штуке наводят сироп, подвешивают его во дворе. И колибри прилетают и создают очень прекрасную атмосферу. Я по случаю холодной погоды запланировала готовить горячее армянское блюдо. Не совсем, но в стиле армянского блюда хаш. У меня 2 вида рыбы, креветки, помидорчики, лук, имбирь. Очень большая редкость таррагон. Знаете, что такое таррагон? Тархун. И сюда же, ну конечно, куда нам без профитролей? Очень холодно, можно себе позволить даже профитроли. Вино для приготовления блюда, чтобы вы чего не подумали. Ну и чаечек, куда же мы без чаечка? Будем готовить, видео с готовкой будет выпущено отдельно. Так что ждите, встречайте и будем готовить хаш. О том, как у нас похолодало, можно судить по тому, как опустела стойка с теплыми шапочками и варежками и перчатками. Смотрите, обычно здесь в 4 ряда все навешано, а сейчас прям совсем остался очень маленький выбор и совсем только малюсенькие размеры. Видите? Вот так у нас тут похолодало. Это очень нетипично для Хьюстона, и все, конечно, в панике. Будет одну ночь -7. Капец, мы все умрем. Вот так вот. Солдат спит, а служба идет. Что мне нравится во всех этих кухонных приблудах, это то, что домашние дела делаются сами, дома всегда чисто. Вот этот прекрасный дубовый паркет. Я сейчас, конечно, вру и шучу, это никакой не дубовый паркет, это какая-то ламинатная доска. Но, тем не менее, он всегда чистый, ковер на кухне всегда чистый, кошка всегда чистая. А все благодаря кому? А все благодаря Румбе. Это была самая первая покупка в этот дом. В тот же день, когда мы оформили все документы, и я получила ключи, я сразу зашла на Amazon и заказала вот эту штуку. Как же я ей довольна. Но она у меня в команде не одна, у меня есть еще одна уборщица. Свеженько купленная. Сейчас покажу. Сейчас меня проклянет моя бабушка и даже, наверное, моя мама. Но я настолько обленилась, что пол у меня теперь тоже моет робот. Ребята, это такая штука волшебная. Это такая чудесная вещь, я вам не могу передать. Особенно с учетом того, что у меня достаточно большие пространства, покрытые вот этим вот дубовым паркетом. И
темное дерево, и за счет вот расположения и света все время видно все эти пятнышки, брызги, какие-то пылинки. Этот робот — это что-то вообще невероятное. Конечно, я вам сразу скажу, плинтуса он не моет, глубокую чистку не делает. Но если поддерживать в доме порядок, и как я делаю, там раз в 3-4 месяца вызывать уборщицу, которая делает профессиональную уборку, то раз в пару дней запустить вот такую вот штучку, все помыть. Дома всегда теперь чисто, дома классно, я очень довольна. Ой, самое любимое время дня, когда придешь уже так, у меня любимое такое вот это вот состояние, когда я прихожу, падаю и говорю: кроватка. День полный всяких событий, всяких впечатлений и в конце концов вот такое вот вознаграждение. Вы наверняка все видели в фильмах, в сериалах, как американцы спят в одежде. И не только не просто в какой-то там одежде, типа футболочка и трусики, а в штанах в полноценных носках и футболках с длинным рукавом, еще иногда и в колпачках. Так вот, это реалии американской жизни, так как дома в подавляющем большинстве штатов те самые из гна и палок, практически картонные, держат тепло они плохо. И в зимнее время либо отапливать дом, что стоит достаточно больших денег, потому что отапливается в основном электричеством, иногда газом, либо одеваться. И одеваться, конечно же, выходит дешевле. У нас в Хьюстоне с этим проблем гораздо меньше, потому что у нас климат позволяет круглый год спать на улице. Но несколько дней в году, я бы сказала, даже, наверное, пару недель. Бывает такое время, что даже я сплю вот в этом своем пушистом меховом халатике, потому что, как не включая все это отопление, оно очень быстро либо накапливается в комнате и становится очень жарко, что невозможно, спать так невозможно, либо если выключаешь, то очень быстро становится холодно. Отрегулировать внешне очень тяжело, поэтому утепляемся и одеваемся и спим в одежде. То еще ощущение, конечно, то еще удовольствие, но с другой стороны, комфорт всегда важнее, комфорт всегда дороже. А где Тильда? Тильда, кам, кам. Знаете, почему она там сидит? Потому что я принесла в спальню электрическое одеяло. Теперь Тильда сидит на нем. Тепло ли тебе, девица? Тепло ли тебе, красная? Скажи что-нибудь, Тильда. Спасибо. Не знаю, где спят ваши кошки, моя спит на мне, даже при наличии электрического одеяла. Мы вам всем желаем спокойной ночи или хорошего дня, в зависимости от того, когда вы это видео смотрите. Напишите, как вам понравился формат, потому что, мне кажется, это достаточно просто с моей точки зрения, с моей стороны, снимать такие короткие эпизодики с какими-то пояснениями, потом все собирать в одно в конце недели. Интересно ли вам? Если интересно, то давайте вопросы и темы по эпизодикам, и я буду прямо вот ходить и кусочки снимать, и потом в конце недели все собирать и выкладывать. Доброй ночи, хорошего дня, до встречи, пока-пока. Тильда, скажи что-нибудь. Скажи что-нибудь. Он только мурчать может. Пока-пока.